Так, всем привет, меня зовут Дмитрий, и это канал Red Birded. И мы играем Kingdom Come Deliverance, продолжаем проходить ее, собственно. Поехали. Данную трансляцию можете наблюдать через несколько платформ: ВКонтакте, Ютубе и на Твиче. Мой канал находится на Ютубе, так что можете добавляться по названием Red Birded. Могу оставить в описании, кому надо. Пишите комментарии. Чат не виден, я стараюсь все ответить в прямой трансляции. Кто не видел прошлой трансляции, посмотрите их как раз таки на канале. Итак, в прошлый раз мы взяли у него задание, бухнули тут, чтобы сохраниться. Задание мы взяли же связанное с ловлей птиц. Там, кстати, по-моему, недалеко находится отряд разбойников. Да, вот отряд разбойников. Так, сразу отметим задание. Не ухажер, а именно птичка-невеличка. Прекрасно. У меня на лошади ничего не болтается. Ну, практически ничего. Мы, кстати, неплохо приоделись в прошлый раз. Только нам бы еще надо к портному зайти, чтобы подшиться. А то как бы не совсем культурно выглядим, так скажем. Так. Привет. God save. What? Подшиться я хочу, подшиться. Сколько мне все обойдется? Прекрасно. Я даже с ним торговаться не буду. Отлично. Теперь мы опрятно выглядим. Надолго или нет, это уже вопрос времени. Поскакали, Сивка. По самому квесту сегодня, естественно, пройдемся. Продолжим дальше проходить. Музыка такая позитивная играет. Прям тепло на душе. Так, вроде как в правильном направлении скачу. Терезе мы заглянем уже в следующий раз. Мы в прошлый раз с ней прогулялись на бережок. Пытались ее охмурить. Собственно, нам это удалось. Кстати, мы стали ближе на шаг к сердцу Терезы. Так, лошадь что-то моя запахалась, надо передохнуть ей. Игру уже многие, конечно, наверное, прошли, потому что игра все-таки 18-го года, так что, скорее всего, у многих она пройдена. У кого, конечно, она работала на ура. Потому что игра была требовательная изначально и плохо оптимизирована, когда выходила. Сейчас они отладили и все хорошо играется. Трансляцию сегодня планирую подольше поиграть, чтобы подальше пройти. Постараюсь как можно больше пройти. Приведем лучше нашего рыцаря,
чтобы нас тяжело было одолеть. В прошлой трансляции, кстати, было это просто экшон. Советую посмотреть, как раз ближе к концу трансляции начался такой жесткий прям экшон. Так, вот здесь, собственно, и где-то есть эти птицы. Вот где-то на этом месте. Так, где мои клетки? Так, пошли еще искать на звук. Так, где-то здесь. Вот прям на этом месте. Скинем. Надеюсь, бага с клетками уже нету здесь. Раньше у меня клетки по земле проваливались, и я не мог этот квест никак выполнить. Опа. Какая-то. Поищем здесь где-нибудь. Я думаю, кто-то стоит, это камень. Так, птичий чирик, это не то, что нам надо. Провалились в лужу. Что-то не слыхать их больше. От курса мы там не отклоняемся? Нет. Далеко я ушел, наверное. Тут не пойти. Там сказано ближе к сосновому лесу. Скорее всего, где-то здесь. Да, вот слышу. Вот где-то здесь. Очень отвратительно, конечно, кричат. Такое, мне кажется, если услышать, будет, можно это делать. Пойдем соберем нашу добычу. Где мы оставили силки? Так, где-то мы здесь оставляли? А вот. Да, вот пойманная птица. Таким образом показывается у нас, что она в клетке уже. Первая есть. Пойдем остальные соберем. Вторую где-то мы в этой стороне ставили.
Так, вот она. Отлично. Вторая клеточка поймана. Осталась третья. Yeah. А потом можно и на разбойников поохотиться. Как ГУЛЯТЬ. Только не говорите, что я не выполню этот квест, потому что у меня клетка упала. Скорее всего, не там немножко поставил. Вот здесь надо было ставить ее. Отойдем, чтобы не мешать птицам. К сожалению, их никак нельзя увидеть. Очень жалко. Подождем часок. Ну вот теперь можно и проверить ссылки. Yeah. Да, все, квест выполнили. Ссылки у нас не забагались. Все отлично, можно теперь отдавать ловчему ему этих птиц. Yeah. Так, а тем временем мы пойдем на разбойника поохотимся, они тут недалеко. Yeah. Качнули верхнюю езду. Так, а что у меня по стрелам? 12 стрел. Достаточно. Yeah. Потому что в открытом бою со всеми подряд драться очень неудобно, как бы. Не успеваешь от всех закрываться. И просто получаешь от всех юлей. В прошлом бою, так сказать, в прошлой трансляции мне очень там прилетало очень сильно, и драки были очень долгие, затянутые из-за того, что противники были тяжело экипированы. Так, а вот он, лагерь разбойников. Привет, ребят. Ты командир, наверное? Я тебя не попал? Серьезно? Yeah. 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 Hey, all of you, gather here! Raise the alarm! Погоди, погоди, погоди. Run weaken the knees of you! Yeah. Over here! Wheel it, everyone, quick! Yeah. Сейчас, давай на равных. Раз ты один здесь пока что. Аккуратненько. Иди сюда. Kurva! А, поцарапали немножко. Неплохо мне попал. Получи. Еще раз царапину тебе нанесем. Как тебе такое? Ага, сейчас подходит ко мне. Воу, это же больно было. Все, присел парень. Что-то ты быстро. А вещи, пожалуй, твои заберу. Что у тебя там? Ухо? Конечно. Ухо это обязательно. На самом деле ты неплохо приодет.
Так, что мы можем скинуть? Во-первых, кольчугу на лошадь скинем. Эту кольчугу. Мягкий койф. Это мы оденем, это скинем. Это скинем. Но у него не было и шанса. Хотя он пытался, конечно, со мной посопротивляться. Мужика мы убили, а где еще остальные? Неужели они спят крепким сном? Нет. Может, он где-то рядом с лагерем ходит? Не мог же он один в лагере быть, правильно? Или они при виде меня разбежались? Тоже довольно-таки странно. Ребят, вы куда делись? Так неинтересно. А что у них в сундуке? Так, что мне по еде, кстати? По сытности у меня нормально. В принципе. Очень сложно. Ну, халявную еду поедим. Блин, переели. Еще прокатимся, может, увидим все-таки кого-нибудь. Пока не видать. Где же вы, ребята? Ребятушки. Я. Не видать. Ну ладно. Отправимся быстрым перемещением тогда. Вратай. Маловато, конечно, лутали. Но тем не менее, хоть что-то. Уже предлагаю там бесплатные тарифы. Подвиньтесь, ребят. Так, попродаем вначале сюда, потом туда. God save you. Take care. Весь немножко повредился. Отлично. Теперь к этому подойдем. Так, погоди. Не хочу Greetings, good night. Погоди. See you later.
Я еще с лошади не собрал всего. Сейчас соберу. Хотя можно продавать. Так. Забирай. Так, теперь почини, пожалуйста, мне. Good. Bread, fresh bread, bread, rolls, buns, and pretzels for you. Yeah. Итак. Где там лучник? Точнее, ловчий. Скорее всего, умеет что-нибудь даст. God be with you. Так. So, I prowled around for a while, and I have something for you. Wonderful! How many did you get? All three. Всех. So that's all of them. Excellent. Let's hope the burden never hears about my little mistake. Let's hope not. Thank you, lad. Here's something for your efforts. 40 обычных стрел. Ты издеваешься, что ли? God be with you. Ну, плюс того, что он хотя бы еще дал мне это. Навык. Пожалуй, шкуру кожевником качнем. Так, ну и скажем, что Бернарду, что мы выполнили квест с этим, с разбойниками. Yeah. Yeah. Так, а Бернард-то где? А, в замке он. Все понятно. Стоять, Бернард! Бррр, стои. Иди сюда. Ну, пошел. Good day. Здорово. I've taken care of the cat. Where's the proof? Here it is. Pleased to hear it. It looks like your work is done here at Ratai. I haven't heard of any other camps, so we may finally have some peace and calm. Good work. Thank you, Captain. But have no fear of idleness. I've sent word to Captain Robard. They're expecting you at Talmberg. There are Cuman hordes rampaging through their woods. Very well, Captain. I'll set off immediately. Glad to hear it. Take care. Погоди. I have some... Let's see. Bastards deserve. Эти псы. Хотя я ему одно ухо дал, он говорит, эти псы. Ну ладно. Фиг с ним. Yeah. Больше пока квесты не буду в этом городке брать. Отправлюсь по основному сюжету. Так. А метки тут можно ставить, нет? А вот да, маркер можно ставить. Надо же ему сообщить, Yeah. что я его насчет него договорился с хозяйкой. Вкусный чай. Yeah.
Кстати, напишите в комментариях, что это обман или это правда, то, что мне пишут в чате, что на git.vos.pro типа, мол, продвигает качественно этот стрим. Yeah. На самом деле, как бы, я не гонюсь за аудиторией. Играю в свое удовольствие, Kit nem látok. Megjött a mulatság. A teremtési. О, полосы наглые. Fuck yeah. 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 Блин, склон неудобно тут стрелять. Yeah. В каску ему. Получил парень. Yeah. В смысле, я у него что, между ног стрельнул, что ли? Ай-яй, вот я стрелок херовый. Kitekerem a nyakat, te nyomoronc! Yeah. Yeah. Выносливости не хватает просто жить. Yeah. Мне бы лучника хотя бы убить. Watch what you're С doing! этим потом могу так We're сделать. walking here! Yeah. Csak találjak rá! Kellett lőni. Yeah. Иди сюда. Все. Ребята, вы куда пошли? Я с вами не закончил. Да! А этот куда пошел? Парень, вы чё? Я как бы никуда не ускакал. Дебилы, а? Да, что? Куда они пошли? Ну ладно. Нашим легче. Так, что у тебя есть? Перчатки почти целые. Кольчуга. Неплохо. Стрела, дай Маюс. Неплохо так с него налутали. Скинем все в багаж. Че у тебя тут? Ты более какой-то бомжовый. Не. Оставлю, я заберу. Так. Все на лошадь, чтобы не мешалось. А то вес нам всегда пригодится. А ты кто? Ты кто такой? How are you, Henry? А, купец. Я купца, кажется, спас. И главное, он знает, как меня зовут. Yeah. Так. Продолжаем двигаться к рыжему. Надеюсь, я не сошел с направления. Все как надо иду.
Ну, у нас вечереет тут. Надо добраться до темноты. В темноте не хочется на ощупь его искать. Дадим лошади передохнуть. Yeah. Не, графика мне здесь безусловно нравится в этой игре. Не знаю как модим, но она мне вообще прям заходит. Причем я играю не на самых высоких настройках, то что картинка радует глаз. Ну, естественно, тут... мне, кстати, надо навыки же вкачать. У меня там характеристики живучести прибавились. Здоровое питание и падальщик. Если вы не переедаете и не голодаете несколько дней подряд, у вас усиливается на +1 живучесть и ловкость. И падальщик. Вы сможете утолить голод чем угодно, вы не отравитесь, если съедите плохую еду. Впрочем, пользы от нее тоже никакой не будет. Неприменимо к алкоголю. Я думаю, здоровое питание взять. Как бы я стараюсь все равно не переедать. Ну и бой мечом вкачаем. Тыкающий урон влево, вниз. Неплохо. Мне бы еще научиться сложные приемы делать, типа вот это вот вниз, вправо и тыкающий урон. Надо запоминать их. Yeah. Yeah. Так, вот первый лагерь углежогов. Так что мы идем в правильном направлении. Так, лошадь тяжело дышит, кошмар. Давай передохни. Это ухалась. Так, вот лагерь, где мы в прошлый раз с паном тачиком охотились. Yeah. Так, надеюсь, я правильно указатель поставил на тот лагерь, на который мне надо. Да. Вот здесь должен быть этот рыжий. Сидишь? You can return home. It was hard work to convince them, so please... Thank you. I'd like to give you something, but if you're ever traveling by way of Neuhof, stop by and I'll show you something with the horses. Ну, неплохо, научит меня кататься на лошадях получше, то есть прокачает наш навык. Иди, не подглядывай. Давай скроем замок. Что у тебя тут было? Отлично. Ерунда вся. Так, ну в Нойхов мы скорее всего все равно заедем. Здорово, Джарвис. Так, отправимся в Тамбельк. Yeah. Я не знаю, ты русский или не русский, Джарвис, как бы, hello, как бы, если что так. По-английски я не очень бум-бум, так что... Лучше говорить по-русски.
Так, маркер уберем. Yeah. 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 Надо переждать темноту, потому что иначе я в темноте полосов потом не найду. Меня сейчас все равно явно отправят на полосов. Воу, как бы тут с лошади-то не завалиться. Yeah. Yeah. Отличная погодка. Все походу спать идут. У меня там где-то тоже должна быть своя лачуга. Все-таки комнату не забрали у меня, так что надо там и поспать. Перед тем, как на полосов идти. Так, замок туда. Разойдись. Да, я, он не стоит передо мной. Так, загоним лошадь на парковку. Так не выйти. Да ладно, я еще и завис. Охеренно. Просто мечта. Серьезно? Да серьезно, ты издеваешься, что ли? КСа подождать. Разъяснить нет. Заехал я на парковку, понимаешь ли. Вроде дверей нету, а, блин, открыть как будто их не может. Пиздец. Убейте меня кто-нибудь, пожалуйста. Да жесть какая-то, придется загружаться заново. А там у меня последнее сохранение не игрит, смотри где оно. Где же я сохранился-то? Скорее всего на этом. Когда я сдал квест. Ну да, где я сдал квест. Кстати, ему ухо там сразу надо отдать. Погоди, Бернард, дай мне ухо тебе отдать. Бернард, сука! Говно. Стой, говорю. God be with you. На ухо. I have some. Let's see. Bastards. Все, давай. 35 грошей, блядь. За одно ухо. Тут маловато. Ну, придется скакать заново. Так, надо отметку заново ставить. Так. Лучше там вот быстрым перемещением попробовать. Перемещение, конечно, долгое, но все же быстрее. Так, чат Жарвис, ты из России или откуда? Такое долгое перемещение. Почему нельзя ускорять, а?
Уже ночь наступила, а я все путешествую. Надеюсь, на меня не нападут. А то тут все-таки где-то полосы обитают. Нет, прошли на ура. Никто не напал. Никто не встретился по пути, никакой путник. Все. Приехали на место. Wait, I need to talk to you. По-русски можно? Я тебя не понял. Так, ну вот раз я на парковку не буду заезжать, а то опять повторится тот же самый трюк. Так, ляжем, заодно сохранимся. Так, мне спать надо. В принципе, до того момента, когда можно будет поговорить. Да, попробуем часов до 8. Ожидать, конечно, приходится очень долго. Автосохранение сработало. Теперь можно не переживать, если что, появимся тут. Ой, не надо скрывать. Так. Он где-то там. Да, он стоит, уже ждет. О, что так проводал, неприятно. Здорово, Борок. I have some trophy. Show me. Good work. Так. I've been sent by Captain Bernard. He says you have cumin. Ah, so it was you Bernard was speaking of. Well, the Cumans are marauding, that's for sure. So Divish did declare a decent reward for taking the bastards down. But we've not had cause to pay out to anyone so far. Is that because the locals are too frightened? No, they're more than willing to try. It's just they don't seem to make it back again. But don't let me put you off. We do know of one camp. Along the road to Neuhof, hidden between the cliffs. I'll pay you your reward if you can bring me proof you've killed the camp leader. They wear peculiar helmets with a face mask of sorts. Easy to recognize. All right, I'll see to it. Take care now. Да как нефиг, Борик. Сейчас разделаемся со всеми. Теперь по противнике будет посложнее все-таки. Привет, поехали. Да хорош действительно. Так. Ну, как раз в том направлении мне и надо скакать. Заодно и нейтрализуем лагерь. Спуститься можно? На колоде, да? Damn it, I wish I was able to swim. Прекрасно, тут не пройти. Значит,
Скакали. Так, наверное, сюда. Разойдись. Так, все правильно. Напрямик не будем обходить ничего. Совсем. Надо прикупить будет другую лошадь, потому что это не дело, она как бы быстро задыхается, а вдруг какие скачки тут появятся. Я с этой лошади далеко не уеду. Все, поехали. You can return home. If you're ever traveling by way of Neuhof, stop by and I'll show you something with the horses. Все, только так сразу. Так, теперь поехали. Разберемся с полосами. Лишь бы здесь не свалиться, а? Так, идти придется. Так, чем по луку? Так. Ранящие стрелы еще есть. Ну, возьмем обычные стрелы. Так, вижу лагерь. Скорее всего, они и есть. Нет. Ошибочка. Так, ну где? Где-то тут? Ну да, вон они стоят. Я попал, нет? О, разворачивай лошадь. Тут не развернуться. Бежишь, да? Látom az ellenséget! Получи. Látom őt! Ott így! Воу, как-то я проманул-то так. Лови в каску. Так, тут неудобно целиться. Слишком высоко. Надо хотя бы с одним разделаться. Лови. Погоди, не торопись. Ты там что, стрелу выдернул? Ни хрена он шустрый. Разойдись. Промазал. Давай я с тобой так разберусь. Раз один. Иди сюда.
Ты чё отвернулся-то, придурок? Все нахуй, блядь. Умри, тварь. Так. Давай мне свой щит. Свой меч. Маску заберем. Слушай, они неплохо экипированы на самом деле. Так, посмотрим, что у тебя есть. Ну, это определенно лучше. Эти определенно лучше. Так, а вот по шлему надо посмотреть. 18, 21 у меня лучше. Так. Так, вроде все. Так, может, что починить можно? Нет, навыка не хватает. Так, где остальные-то там, ребята? Пойду с ними так расправлюсь. Вожака уделали. Ребята, я иду. Здорово. Хаваешь, да? Ты скотина, умри ты, блядь. Сиди, схавай, сука. Не вставай, блядь. Ты чё, блядь? Попутал что-то. Иди сюда, разберемся с этим, блядь. Куда он погнал? Галопом, сука, за ним. И что, он шелезнуть захотел? Бля, вставай. Все. Развалился тут же. По шлему получил. Молодец. Все нахуй. Готов. Никто от меня не уйдет. Нихер удирать пытаться. Неплохо они так экипированы все эти ребята. Так, тут тоже все синее. Привет, привет, хай. Так, тоже на лошадь. Да-да. Yes. Так, блин, сейчас бы не заплутай, куда я их... Откуда я их убивал? Оттуда, по-моему. Так. Что у тебя было? Так.
А где у него еще сушеный носа был? Ну, пригодится. Скидываем это все на лошадь. Так, это тоже на лошадь. Так. Скидываем. Поскакали. Камбель. Я! Совсем мы разобрались на изи. Эти ребята даже не поняли, кто их убивает. Просто получили леща. Так, оу. Ребята, привет. И хера вас там сколько? Сколько этих ребят-то там? Воу-воу-воу. Качи нахуй, блядь. Пошли в жопу. Что, охуели, что ли? Ау! Да! Асарба! Хуевший. Своему попал. Придурок. Тихо, тихо. Куда вы, куда? Встань нахер. Поташ! Тихо, тихо. Na, ezért! На тебе, блядь. Два на одного, так нечестно. Один гусь. И со вторым разберемся нахуй. На тебе. Иди сюда, ты заколебал, а? Говно.
Шлепа, блядь. Весь как ежик. Beszarás. És pont mikor kedvem lenne valaki. Со следующим нахуй. Иди сюда. Ezt nem csinálom. Сюда. Ezt betalál! И этого уделали. Все вроде. Со всеми расправились. Так, пища. Проверим. В большей степени пострадал от лучника в этом бою. Так. Продолжаем скидывать все на лошадь. Что у тебя-то было? Отличные вещички. Забираем все. Добро, чтобы не пропадать. Силы не хватает. Забираем. Неплохо я с ним, кстати, разобрался. Не знаю, как вам. Напишите в комментариях, скажите круто. Я скажу, что да, это было круто, мне понравилось. Охеренно, лошадь теперь еще не может нести больше. Выкинем самое такое, что мало чего стоит. Так. Пойдем проверим их лагерь. Всех я там уничтожил. И заодно сейчас, кстати, починимся. Отлично. Качнем бой мечом.
Так, и качнем живучесть. Yeah. 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 Épp egy malacca tévedt a disznóölésre. Istenem, vigyázzol! Yeah. Szentségi! Látjátok, ellenség! С одного удара, что ли? А где еще один текст? Kibújtál anyád szuknyája alól. А, вот он ты. Látom őt! Как тебе такое? Расслабь булки. Na, bassza meg! На, получи. Аж потерялся парень. Ты живучий, да? Ух ты ж, нифига у меня комбинировал. Тихо, тихо. Appicciato! Тихо. Тихо, тихо, иди сюда. Получил? Как тебе такое? И чтоб наверняка. Так, погодите.
Все, я тут. Опять же выпьем. Выпьем эликсира. Где этот эликсир-то? Восстановимся немножко. Жесть просто, все так дорого, все так весит, тяжело, все так. Бригантина, мощная нахера. Пластинчатые наплечники, ни хрена. Я так с ними просто разжился тут. Так, быстрая атака. Ваша атака израсходует на 30% меньше выносит, но нанесена рана будет немного меньше. Работает только с оружием, обращенным, с которым требует ловкости. Легкий доспех. Если вы не носите пластичный доспех в бою, вам будет на 50% проще уклоняться от ударов. Так. С лошади выкинуть лишнее, что много весит и что менее дешево. Отлично. Капец, все богатые. Что у тебя такое-то есть? Чтобы продать можно было. Так, ну-ка, я скинуть еще что-нибудь могу? Больше не могу, значит придется выкидывать лишнее. Так, ну все. Разжились-то мы вообще на ура. Два лагеря нейтрализовали. Отправляемся в табель. Дальше. Блин, сейчас завалюсь отсюда. Да, мы тут не в воде тут. Можем перебраться. Сейчас еще и бабло поднимем на этих ребятах. Ну, то есть дадим квест и еще и бабла получим за это дело. Вылезай, лошадочка. Собаки гавкают. Да.
Wait, I need to talk to you. Wait a minute, you're him, right? The boy from Skalitz. Так, что-то я лишнее расстояние проехал. А где нужен мне человек? А, вон он идет. Я тебя везде ищу. Погоди. Hey, wait a moment. God be with you. I have some trophies. Show me. They deserved it, the butt. I've taken care of that camp. Have you brought me proof? Here it is. I'm delighted to hear it. I've received another report. Some folk were ambushed by the Talberg Creek on the way towards Ujits. I reckon it'd be worth a look there. All right, I'll take a look around. Так. God be with you. Так. А вот и еще один лагерь. Отправлюсь-ка я вначале, наверное, к торговцу. Yeah. Я вначале, наверное, локацию открою, а потом отправлюсь к торговцу, потому что чтобы куда быстро перемещаться можно было. В лагерь пока не отправлюсь, потому что у меня иначе лут-то некуда будет девать, а просто так убивать, да, смысла не вижу их. Yeah. Ну, Сивка, конечно, переживает со мной приключения, просто фу. Учитывая, что сколько ее раз. Во-во-во-во, это бандиганы. Yeah. Еще глубже, думаю. Somewhere. Yeah. Как тебе в такую птичуху? Like the lout you are. Yeah. Come here, deliver. Bring it on. Christ. What's the matter? Well, I never the pig turns of winning into the stick. Yeah. 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 Если я с вами родилась, нахуй. Yeah. Yeah.
Тихо, тихо, тихо. Что, блядь, с какого хуя я упал? What's the matter? Come on! Yeah. Интересно, блядь. Ну, че ты даже не шатаешься, а? Ты что, умирать собираешься? Не сегодня. Bring it on! Is that all you? All right, you win. Заебал. Тихо, он меня задолбал. Давай его догоним и отлупим. Yeah. Как тебе такой мудак, а? Ешил, блядь. Напали на меня, понимаешь, что еще и на лошадь не дают долезть. Так. Лечи все паутиды вот она. Раз они в стоимости маловаты. Yeah. Так. Хлебнем-ка я. Я. Хлебнем. Здесь эти мудаки были на повороте. Один-то сразу дыра подал. А лучник куда-то ушел, видимо. Ишь, нападает на меня из-под тишка, блин. Охеревший. Yeah. Yeah. Так, ну вот вижу я деревню, в которой мне как раз и надо. Коробки прогружаются. Yeah.
кстати, по-моему, читать могут научить. Это, кстати, человек, который здесь живет. Onions, garlic, delicious juicy cabbage, the freshest you can get. А, это торговец, нет. I'm honored that enough. Че поторговать? Так, а где у вас писарь-то живет? Вот, наверное, он. Чернила с перьями. Скорее всего, он и есть. Да, вот он, писарь. I hope I can be of help. I'd like to learn to read. You? You don't look like the makings of a priest or clerk. But why not? I've taught all sorts. Bear in mind, it won't be all that easy. You'll need plenty of time and a few groschen for my trouble. All right. I don't want to waste time. We can get started. The sooner I master it, the better. Very well. I will require some groschen from you, though, and set aside at least a couple of days so I can put you through your paces, if indeed time is of the essence. Here are your groschen. Then we may as well start. Good luck to you. No. He did break his vow, but better than to dishonor it here. Учимся читать. May he follow his heart. Сколько же суток-то прошло, чтобы он чтению-то научился? Wake up, lad. It's time we were getting on. Такой побитый. So, let's see you read a bit. Капец, Индра, сколько ты переживаешь приключения, ужас. There's a book here on the table. Try to read it. Will I manage? You ought to be able to. It's a simple text. Come back once you've worked your way through it. Как-то раз, подойдя к гнезду своей гусыни, крестьянин обнаружил там яйцо, желтое и сверкающее. Когда он его поднял, яйцо оказалось тяжелым, словно медь. И крестьянин решил было его выбросить, подумав, что его кто-то разыграл. Однако, поразмыслив, он взял его домой. И вскоре, к превеликой радости, обнаружил, что яйцо это сделано из чистого золота. Каждое утро повторялось то же самое, и вскоре он разбогател на продаже золотых яиц. И чем богаче он становился, тем сильнее мучила его жадность. И решив забрать разом все золото, которое могла унести ему гусыня, он убил ее и распотрошил. Однако внутри не было ничего. Все понятно. Че, давай. Я прочел книгу. I've read the book. Wonderful. So tell me, what have you learned? That being greedy doesn't pay. Excellent. You're one of my most talented pupils. You've uncovered the meaning hidden in the letters. Like I told you, books are valuable, and the words that you place in them ought to be no less so. Does that mean that I can read then? Yes, you have the foundation. Remember, my boy, the pen is mightier than the sword. To fully learn your way around words will take a lot more reading yet. Now we'll move on to the second lesson, which will be much harder. Many books are written in Latin, the language of erudite and religious men. If you really want to be able to read, there's no getting away from Latin. There's a book on the table with some text. Read it and then come back. You need not understand it, but you should master the letters. I only just managed the fable about the goose, and now you're asking me to tackle Latin. You're a clever lad. You'll manage.
Good luck to you. Ну, я тут бессилен, так, пробую наугад. I read the page. So tell me, Good heavens! Don't tell me you haven't had lessons before. Excellent. Well, there's nothing more I can teach you. Congratulations. You can go and be ordained right away. Thank you, Domine. I'm feeling a lot wiser. Take care now. Качнули на чтение. Теперь мы еще и книги можем читать. Отлично. Поднял в потоке. Так, ну в этот городок вернемся потом. Надо будет быстрое перемещение. Everything you need for a proper suit. Yeah. Ну, собственно, раскрыли. Теперь отправляемся назад в Ратаи. Надо все продать. Здоровье само по себе не рендеется, к сожалению. Так что использовать либо бутыльки, либо сон. Также можно с помощью аптекаря это все делать. Долго нам путешествие предстоит. Даже ночь наступила уже. Опа, путник нам попался. Кто же нам попался? Погоди, пищу. Have a word with me. It would help me greatly. What is it then? It's about this. I challenge you to... What? You heard? Don't try to wriggle out of it. Let's... I'm not in the habit of fighting to the death with fellows I meet by chance on the road. Tell me first what this is all about. What's happening is I'm challenging you to a duel. You disgusting man. I spit in your face. Eager, aren't you? Who are you, anyway? I am Sir Oldbram of Lossing. Pleased to meet you, Sir Oldbram. So, what are you after? My mother sent me out to get some experience. She's obsessed with tales of chivalrous knights. In short, she sent me off looking for some virgin to save, and to win glory in combat. But I have to admit, I'm not very good at it. You can't duel with someone just like that. There has to be a reason. But I thought knights fight for their honor. Какая честь, если это средневековье? Only Давай I'm not a что-нибудь knight. хотя бы. We ought to fight for something more А то тогда же substantial. неинтересно тебя побеждать. What? Давай
переживай за его You have a меч. fine sword. We could... But what would I do without my sword if you win? Don't you have a Пойдешь spare домой one? пешком. Не будешь I сражаться do. больше. As it happens. There you are then. Let's get to it. Wait, well, what about me? What do I get if I win? I'm giving you a chance to fight for honor. That's a valuable thing, isn't it? Let's get to it. Wonderful. Так-то лучше. Ну, ты это как-то слишком легко. Fuck. Воу-воу-воу, вот это уже поинтереснее. По макушке лови. Топси! Все, вдулся, что ли? Oh, well. It's a really fine sword. A family heirloom. It's more of a family disgrace in my hands. So have it. Молодец. Дал меч, что за меч такой ведь поборник. Неплохой меч, так продать его можно нормально. Кто-то же, а то носит он железяку про себе. Оделся рыцарем и все такое. Молодежь, что ли? Ага, сейчас. Так, надо быстрее бы добраться. Придется, конечно, еще и спать лечь. Учитывая, что ночь на дворе, а магазин, скорее всего, закрылись все прилавки. Что за медленный шаг? Так. Тут где-то палатка должна, поспать можно. Выделили бы хоть кровать уже давно рыцарю. А то всю кровать не могут выделить при рыцарю в замке. Уже столько дел сделал, и пана спас, и все дела там. God be with you, Henry. О, ты кто такая? Похавался хотелка. Ты что, так долго хаваешь, что ли? Давай шустрее, парень. Ага. А теперь можно и в сон. Заползай. Так, ну магазин, по-моему, с 10 открывается, так что... Ага, здорово, здорово. Все, выспались. Давай вставай уже. Надо еще похавать, может в котелке обновилась еда? I wonder what Teresa's doing now. I could stop by and see her again. I enjoyed it last time. А, ну вот, кстати, можно и в Терезу заглянуть. Хорошо. А пока поехали. Погодитесь. Погоди, я сейчас в котелке не похавал. Надо в котелке взять, что там есть. Остановился на тебя.
ничего не обновилось. Пойдем в местных бомжей поживем. Где тут тоже котелок есть. Да, я подую. Так, и у этих подъели. Слегка, ко мне. Я. Пора, обойдись. Так, зайдем поторгуем. Так, где моя лошадь? У меня, в принципе, тут особо-то ничего нету. Из оружия. Так. Good God, you look. Take care. Отлично. Часть вещей продали. По крайней мере, оружие. Почини мне меч. Так, теперь насчет ресурсов. Так, ну вот насчет доспехов у меня их полно. Надеюсь, спина не треснет. How's it going? See you later. Так. Денег-то у тебя хоть хватит на все? Выворачивать все карманы. Ты столько всякого говна принес. У него же бабосов-то нету. Ну, может, я у него прикуплю даже. 4 куска он мне должен отдать. Что у тебя есть-то хоть ценного? Да, поглядим. Сразу вниз перелеснем. Хотя проще сделать. От большего к меньшему. Златные наплечники, их возьмем, скорее всего. Так, клепанные поножи. У нее получше они будут. Михейские ладные поножи гораздо хуже, чем нюрнбергские ладные поножи. Возьму-ка я их, наверное. Так. Давай поторгуем. Может, еще больше тебя выиграю. Can we do something about the... Aye. Так. Насколько можно с тобой договориться? На 1000 согласишься, нет, хотя бы? 1100 давай. Are we agreed? That's better. Нихуя ты, блядь. Вот ты жмот, а? Давай на 860 хоть. Aye, that would do it. Молодец. Так-то лучше. А сейчас давай меня почини.
Так. Приедем сразу все доспехи наши. Угу. А я купил не эти, да? Ну да, купил. Давай им продадим остатки. See you later. Чтоб они мне не мешались. Все. Ништяк. А теперь в портному сходим. Починимся у него. I hope I can be. God be with you, Henry. Все. Ништяк. Теперь просто I like a boss. Так, отправимся в Нойхоф, поговорим насчет езды с пареньком, с рыжим. Потом отправимся и за разбойниками, ой, за половцами и за всеми остальными там ребятами, пусть по основному квесту, потому что как раз эти должен вроде как быть забавный квест. Так. Нойхов. Быстрым перемещением перейдем. Так. Рыжий, по-моему, где-то здесь должен быть. Вон, вижу. Че ты как борзый, а, Тузик? Hey, Henry's come to see you. How are you doing? Good. No one's trying to cut my throat, and I've got a proper roof over my head again. I'm glad it worked out for you. Sometimes, when I go to the courtyard at night, and there's a sudden movement or sound, it makes me jump, but it's just a memory. You told me you'd teach me something useful. Aye, and I keep my word. Ништяк. Так, у меня сколько по бабосам-то? 2600. Сколько у тебя стоимость лошадей? I'd like to buy a horse. I'm glad to hear it. We're badly in need of selling some. Have you looked them over? I have. Fine. The best there are. Is there one in particular you fancy? Буцефал, бурак, 5 уровень. Сколько у A них wonderful самая Arab дорогая stallion. лошадь? Heavenly. When you look into those eyes of his, you'd swear he was human. О! Surely you'll knock something off the price if I trade in my old one. Может, скинуть получится? Done. Согласилась. Good luck then. О, ништяк. Белая лошадка теперь у нас. О, носится просто в путь. Отправляйся в Тамберг.
продвинемся немножко по основному сюжету. Все-таки как бы нельзя же трансляцию оставить без прохождения сюжета основного. Так. Зайду-ка я в таверну, узнаю по поводу Хромова. Скорее всего, тут-то знают, наверное. I'm looking for a fellow who lives here, but I don't know his name. Do you know anyone with a limp? That'll be Lubosh. Gallows bait if I ever saw one. His place is at the end of the village, next to the stream. Take him and welcome. May the Lord watch over you. Все понятно. Yeah. Рабош где-то там. Yeah. Да, все верно. Что за толпа тут? Какие мы яркие. Move along, citizens. Move along. There's nothing to see here. That's what you call nothing to see. I'd like to know what something to see looks like. By the keys of St. Peter, this is all I need. We'll have to send word to Sir Hanush. That might not be necessary. Who are you? I'm Henry of Skalitz, in the service of Hanush's Captain Bernard. I'm investigating the attack at Neuhof, and I think this could be related. Well, I'm the bailiff of Auschwitz. And I say we don't want any of that kind of trouble around here. What makes you think this has anything to do with Neuhof? One of the folk at the stud farm recognized someone from Auschwitz among the bandits. We have no bandits or murderers around here. Really? They say he had a limp? Shit. Well, allow me to introduce you to Limpy Lubosh. Or all that's left of him. Жестко с ним расправились. Sakra. Nothing's ever easy. I'll have to take a look around and ask a few more questions, if that's all right with you. You can take this mess off my hands and welcome to it. As for what else there is to find out, I don't know. But look and ask all you like. Включая основу детектива, будем расследовать, что сделали с Лабошем. Любошем, как там, блядь, его правильно? Любош. Who was Limpy Lubosh? A poor crofter and a scoundrel. Can't say I'm too surprised what happened to him. He kept company with all sorts of vermin. He was always getting into some kind of trouble. Punch-ups in the tavern and what have you. How come he limped? He got that from some villainy or brawl a long time ago. Has he been up to anything suspicious lately? I don't know. The last few days he didn't go anywhere. He was home the whole time. But he always kept everyone in the village at arm's length. Did he have any kith or kin in the village? None.
A loner he was. I don't know the last time I saw him with anyone. Do you happen to know where he was on the night of the Neuhof raid? I've no idea. He kept his distance from other folk, so you never knew if he was away or holed up at home. Так. Ну, все, больше ничего не можно сказать. А, вот. When did you find the body? And did anyone see anything? Just now. And nobody saw or heard anything. I don't know how they could gut him like that without someone hearing him scream. Может, что внутри узнаем. What's this? Looks like someone's hit him very hard on the head. Could they have bludgeoned him to death and then gutted him? That would explain why he didn't scream. Lord above, they did a hell of a job on him. Must have been agony. How come no one heard anything? Judas. Looks like this is meant to be a warning. But for who? And why? Maybe the gang had a falling out. But a bandit who knows how to write isn't something you see every day. Походу, ничего нет такого, чтобы можно... Что могло дать ответ. Ну вот, похавать на халяву, можно похавать на халяву. Не, переели опять. Ну, пойдем узнаем. Я думаю, в трактире как бы должны знать чуть побольше. Сгоняю в трактир. Yeah. Well, it'll be tidy for a little. I've come in the name of Sir Hanish of Lipa. I'm investigating the massacre in Neuhof, and now a murder here as well. Can I ask you a few questions? I don't know how I can help you, but ask if you must. Have you noticed anything suspicious recently? There wasn't sight or sound of him for a long time. And then yesterday, he turned up at the church and even talked to the parish priest. Never saw him do that before. Probably had a bad conscience. Do you know who Lubosh used to spend time with? Kin or friends? As far as I know, he had nobody at all in this world. That's all. Пойдем поговорим Thank you. со священником. Goodbye. Так, и где я могу священника найти? А, вон он ходит. I see you know how to wield a sword, Father. I wouldn't have expected that from a man of the cloth. With a stick. I practice with a stick. Reminder of my youth and days gone by, and it helps keep me in good form. Do you have any work that needs doing? My dear lad, I have more worries than I can bear. Another pair of shoulders would ease my burden. I have to deal with a local witch. A witch? The herb woman, old Gertrude. That devious hag who will stoop to anything. Like all herbalists, for that matter. Oh, don't tell me. The cows are giving blood instead of milk, and babies are being born with 2 heads and a tail. This is no laughing matter. Gertrude isn't evil. She just has peculiar ideas about what's good for people. A little bird told me she incited some Ujet's women to witchery. And what's the problem? As long as herb women stick to giving psychic to folk and bloated cows,
assisting in childbirth, or burning incense in bedrooms to help with sleep, then nothing at all. But this is sacrilege, and it's unsafe. All sorts of molds and lichens and poisonous plants and other foul things go into those concoctions. I'd hate to see her poison some poor gullible lass. What do you want me to do? I want you to go and see her and find out what she's been up to. I know she lives in fear of the Holy Church, so tell her I sent you. That will make her talk and think twice about encouraging witchcraft. If you learn that she truly did involve folk in some foolishness, find out all you can and deal with it. Consider it done. Good. And never fear. I'm a man who always pays his debts. You'll find Gertrude, the old herb woman, in the woods. Farewell. Все понятно. Good health to you. The blessings of our good Lord be with you, Father. I'm here in the name of Sir Hanush of Lipa, investigating the massacre at Neuhof, which seems to be connected to a murder here. Can I ask you a few questions? It seems Sir Hanush is employing children as investigators. But ask as you wish, boy. I hope this nasty business will be cleared up quickly. Did you know Lubosh? What was he like? A bit of a lost soul. Simple, rough fellow, but at heart I don't think he was such a bad person. Did you notice anything suspicious recently? My child, all sorts of suspicious things have been going on recently. People like Lubosh don't know what to do about it, and sometimes they do stupid things. That's really not a lot of help to me, Father. I'm sorry to hear that. Do you know what Lubosh was doing on the day Neuhof was raided? Unfortunately, I do know. And I'd like to help you with your investigation, but I can't. What? I'm bound by certain vows that forbid me to tell you. Vows more important than catching dangerous murderers? There are laws of God above the laws of man, son. And one of those is the sanctity of the confessional. Да ладно, падре тебе. Father, surely you can't be serious. There must be situations in which you can make an exception. There are things that apply always, no matter what the circumstances, and this is one of them. But Lubosh is dead. You can't hurt him, but if you don't tell me, more innocent people may die. If I told you, I would be betraying a vow that's a cornerstone of the Holy Church. If people believed the sanctity of the confessional couldn't be trusted, the consequences would be even worse than that. Worse than the death of innocent Christians? Worse than the murderer escaping punishment? No one escapes punishment. Father, Lubosh was my only lead to the Neuhof raiders. Only he could tell me who was responsible for that massacre. If I don't find out who it was, it will probably happen again. Surely you wouldn't want that. I wouldn't. But I can't betray the sanctity of the confessional. I'll tell you what. Give me some time and I'll try to think up some way of helping you. Suppose we talk it over in the evening, in the tavern, over a cup of good wine. Maybe we'll come up with something. All right. Thank you, Падре, Кокор уже не в тему, да? Надоел уже. Хочется более крепкого вина. Мне придется встретиться с ним в корчме под вечерок. Ну, в принципе, ночь скоро на дворе уже наступит. I hope I can... Is there somewhere I suppose I could find... For how long? Just the one night? Sure, but... Suit yourself. Блин, у меня же бабок нету. Придется с ним ему что-нибудь продать. Давай поторгуем.
Вот хотя бы какая-то золотишко. Can I sleep? I suppose. For how long? Just the one night. No problem. Here you are. You'll like it. Так, ну насчет кровати договорился, правда мне сейчас спать не надо, я поеду с волосами разберусь, пожалуй. Да. Пока не наступила ночь. Yeah. Потом уже отправлюсь на встречу с священником. После победы можно и потрапезничать. Верховая езда вкачнулась. Неплохо. Если ваша лошадь ранена, она будет бежать быстрее. Увеличивайте ваши шансы остаться в седле, если противник пытается вас спешить. В бурях ваша лошадь будет очень норовистой, но в иную погоду она будет пугаться гораздо меньше. Сильные бедра. Зачем? Так, они где-то здесь. А, вон они. Ребята. Itt épp egy malacka tévedt a viszmőlésre. Да как так я промазал? Hé! Ott van, vigyázz! Látjátok! Ellenség! Vigyázz! Itt az ellenség! Слишком вас уж много там. Мне бы от стрелков, конечно, избавиться. Они в большей степени не доставляют хлопота. Да, я помень, гребаная елка. Хера ты метки попадаешь, что ли? Как заколебал ты. Сюда. Кто еще там? Воу-воу-воу, здорово. Иди сюда. Че, все что ли? Что-то быстро с тобой расправились. Давайте еще и добьем, чтоб наверняка.
Да ты охерел, что ли? Умирай сразу же. Что за лук-то у тебя? Винишко я у тебя возьму. Так, что у тебя еще есть? Цена. Это не очень. Сушеное мясо вот я заберу у тебя. Так. Че-то вы какие-то не ахти, ребята. Так, а вот это побогаче чел. Это все-таки голова. Ну да, побогаче этот парень. На нем мы разбогатели немножко. Пойдем-ка с последним разберемся, что ли. Эй, здорово. Ага, сейчас. Думаешь, если нам сдастся? Смотри, еще тут же. Что думает он? Так. Ну, все, в принципе. Восстановили наши. Восстановим наше достояние деньжат. Теперь мы не будем такие бедненькие. Лошадь ко мне. Это у нас, кстати, бурак. Катаемся на бураке. Ну и заодно поговорим с травницей, раз уже недалеко от нее. А то, что за ведьма, хоть интересно узнать. Нам бы, кстати, лошадь будет принарядить. Так, вот, травница. I've come from the priest. They're saying you incited some women to witchcraft. Me? Witchcraft? That's nothing but idle chatter. Don't you know that witches get burned alive? There's no need for trouble. I'll tell you everything. Ну, так-то лучше. I've done a very foolish thing. It's preying on my mind so much I can't sleep a wink. But I'm supposed to believe an old witch has pangs of conscience. Laugh if you like, but it's not a word of a lie. You probably know I sell various magic lotions and potions alongside my herbs.
Well, there's one I wish I hadn't sold. You see, Vera, Zlata, and Kuta from Uzhitz wanted a magic ointment from me. I kept refusing them, but in the end, I let them talk me into it. So why did you give them the ointment at all? Because I'm soft-hearted. You see, one of those women, Vera, lost her whole family in Skalitz. And Zlata's husband was killed. And the youngest of them, Kuta, miscarried with the horror of it all. They said they wanted to use the ointment to speak with the dead and ask them to put a word in with the Lord. Yeah. I understand how they feel. But I reckon it'll get them nowhere but the ducking stool and the stake. Judge not, lest ye be judged. I didn't want to give them the ointment, but they offered me a pile of groschen. So I thought how desperate they must be, and I heard their plea. Their plea, or the clink of their coin? What did they want the ointment for? Each one of them lost a loved one recently, and it's grieving them. They wanted to talk with the dead. And why are you so worried about them all of a sudden? What changed your mind? I'm losing sleep over it. Firstly, those women don't know what they're doing. And secondly, folk might see it as witchcraft. And do you know what they do to witches? They burn them alive. That they do. So don't be surprised I'm worried. It didn't bother you before, though. What kind of ointment was it? One that will show you a world no one else can see. A place of wonder and terror. The flowers might start talking to you, or the earth could swallow you up. I don't know if it's the work of the devil or of God himself, but the ointment has that power. But it could poison any person who doesn't know how to use it right. So all this talk of witches anointing themselves and then flying to their sabbaths on broomsticks... The ointment could make a person see such things. But it was stupid of me letting those foolish women get their hands on it. They could poison themselves or fall off a cliff while they're lost in a dream. Will you give me the ointment recipe? It contains belladonna and the herb Paris, both quite poisonous plants. That ought to make you think twice about dabbling with it. I've heard enough. If you've heard enough, you must understand why I need your help. Find out from those women what they intend, and watch over them to keep them safe. No problem. Very well. But only because the priest himself asked me to. Thank you 1,000-fold. I'll go to the Reverend myself and explain. You take care of those women. God bless. Смотри мне. Не исповедуешься, я за тобой приду. Нахимичила. Местный химик, так сказать. Наобум смешала, получился какой-то рецепт, который вызывает галлюцинации. Скорее всего, привыкание. Типа местный наркотик, ядовитый, причем наркотик. Так, уже вечереет. Надо бы поспешить. Блин, я в табель скачу. Ну ладно, как бы раз здесь, значит сдам квест. Что я так быстро доскакал до табелька.
God save you. Wait a I need moment. to talk to you. God be with you. I have some trophies. Show me. They deserved it, the bastard. I've taken care of that camp. Have you brought me proof? Here it is. I'm delighted to hear it. It's not over yet. I've heard of some trouble along the Rovna Road. There's bound to be another encampment there. Most likely in an abandoned mine in the woods. Very well. I'll take a look there. I'd like to improve. Certainly. I'd like to hone my... All right, but it'll cost... Maybe another... God be with you. You're the young fellow who came here from Skalitz, half dead, aren't you? Yes, that'll be me. The lady of the castle was asking after you. She wants to talk to you. Ah. Very well. Take care. Ну вот еще один квест нам навязывают. Поговорить с Пани. Та, что к нам клеилась в прошлый раз. В самом начале игры. Но с ней уже потом поговорим. Что-то какие-то провисания начались. Ну там где-то лагерь. Отправляемся в табелик. Кто на меня нападает среди ночи? Чё, ёбнутый что ли? Bring it on. Yeah. Сейчас я слезу, погоди. Чё, хрен? Way up. Все. Охеревший. Че за дебил? Это что за разбойник такой? Ну, винишка у него есть. Неизвестное снадобье. На что он рассчитывал? Может, у меня тут друган не здесь? Да, вроде нет. Yeah. Так. Пойдем побеседуем со священником в трактире.
Так, а где у нас священник? Где-то здесь, наверное. Да, вот он сидит. The blessings of our Lord. And with you, lad. I'm sorry I can't tell you everything, but maybe we can work something out. But first I'd like to hear something about you, my son. With whom do I have the honor? Where are you from? I'm from Skalitz. I'm sorry. What about your kin? They're dead. Oh, I'm sorry to hear that. Here, we'll drink to them. It must have been terrible. Here, enjoy. It was terrible. It seemed so pointless. We had no warning. They just appeared and began the slaughter. God knows why. They killed anyone who didn't make it to the shelter of the castle. My parents, my girl, even the Deutsch who was on Sigismund's side. I didn't make it to the castle. My pleasure. I wanted to try and help my parents, but there was nothing I could do. Then I fled to Talmberg with the Cumans on my heels. They almost killed me. They slaughtered people in the surrounding villages. There was a pile of bodies in front of the church in Rovna. Folk who tried to take refuge there, but they... My poor child. May God grant them eternal rest. And how did you come to get this assignment? I'd have expected Sir Hanish to send that old grouch, Bernard. He did, but I found a witness and the trail led here to Ujit, so he sent me here to follow it up. Ah, well, congratulations. It's nice to see someone using their head to find things out instead of torture. We'll have to drink to that. Now the most important thing. What actually happened at Neuhof? The good folks hereabout are saying all kinds of terrible things, but I take most of it with a pinch of salt. The rumours aren't exaggerated this time, unfortunately. The Neuhof stud farm was raided by bandits, but they didn't come to pillage or even take the horses. They only wanted to kill. They maimed the horses and slaughtered some people. I'm sure they would have killed more, but the bandits quarrelled among themselves and broke off the attack. And judging by what's left of our Lubosh, they're still settling accounts. I see it's every bit as bad as people claimed. Dreadful. Well then, here's to those poor souls who had to die so pointlessly and so terribly. I've told you all about me. Now it's your turn, Father. You don't look much like our parish priest at home. I noticed you're pretty handy with a sword. I wouldn't expect that of a man of the cloth. You know what they say. The Lord moves in mysterious ways. But this is a bit more mysterious than others. Let's just say I haven't always been a priest. Fate led me to places where affairs were settled by force. These days, of course, it's just a bit of exercise to keep me in shape. Well, we've had an agreeable chat, but now let's get down to business. So, about this confessional seal. Do you really want more innocent people to die? Henry, that's not how it works. There are matters in which you can't make exceptions because if you do it once, you'll forever be tempted to do it again. If people stop believing in the church because their confessional secrets are betrayed, they won't trust anyone, and that's worse than even the most hideous crime. I understand, but that means I've reached a dead end. Those cutthroats will strike again, and I can't stop them. Chin up, lad. I might have a solution. What? If I tell you what Lubosh told me, I'd be betraying the confessional secret. But, first thing tomorrow, I'll try something I think might help you. Word of honor? On my soul. I always wondered about the things a priest tells his congregation. Where on earth do you get the ideas for your sermons? Well, Ujits isn't Prague. It's not enough to instruct people. They have to be entertained, too. If I only read from the Bible, I'd soon be preaching to an empty church. Our priest wasn't exactly a bard. So what do you preach to your flock about? It has to be something topical. Condemning vices. And, of course, describing them in detail. A tongue lashing about the two popes goes down well these days.
And stories from real life, with a nice moral to them, are popular as well. Especially if they're about fornication and similar scandalous vices. Can you give me an example? Well, recently a priest by the name of Jan Hus started preaching in Prague, in the Czech language, and the people liked it. I hear he always has a full house. A journeyman who heard him told me what Hus is preaching, and I like the sound of it. I'm thinking about putting it in my own repertoire. What's so amazing about it? The preaching of Master Jan Hus about Mother Church. The lamentable wealth in which the Church is drowning has turned to poison, and nearly the whole of Christendom is contaminated. Just like a flock of hungry ravens, they settled on this land to devour every grain of gold and silver. They know no mercy. Their hearts are corrupted by longing for wealth, and they shamelessly profit from everything. You want to baptize a child? Pay. You want to steal and murder? Pay and you will have absolution. What if the devil himself were to pay? Would he ascend to heaven too? With such money gained from the poor, they buy beautiful horses to ride and needless servants to pamper them. They gamble at dice and dress their whores in expensive furs. While Jesus Christ walked barefoot and had no place to lay his head. Look to your consciences, you robbers of the poor, for you are seen by God and his people too. Amen. Well, this Jan Hus character is quite a rebel. Oh, the congregation will love it. I don't doubt it. Let's drink to that. Funny. That last bit reminds me of someone. What do you mean? My situation's completely different. Huth preaches against the prelates and the clerics who are robbing the poor. Look at me. I don't have a pot to piss in. I'm no better off than the folk I preach to. I'm one with them in poverty and suffering and everything that troubles them. I drink with them and curse those stuffed habits in Sasau Monastery. I've only got 2 hands. Don't you think it's a bit odd when someone boozes and lives in sin with a woman and then criticises the Pope for debauchery? No, I don't. What do you think of this Jan Hus? He's certainly a wise man. A little overzealous for my taste. If he got out of Prague and came here for a look, I'm sure he'd stop condemning drinking and lying with women. God bless them. Where can I find out more about his teachings? You like it? I copied down some of his sermons. If you're interested, you can read them at my presbytery. What do the common folk think of it? They like it. They're happy to hear someone say what they think themselves, but are afraid to say aloud. Things that make them angry. And they're calling for change. In a few years, it'll have grown beyond control. You mark my words, the people will rise up, and the church will be shaken to its very foundations. Yeah, unless they burn him at the stake first. Nonsense. They can't burn a master of the most respected university in Europe. Thanks for the sermon, but I think I've been morally uplifted enough. It's getting quite late. What are your plans, Father? What do you suppose? We have a drink, of course. Конечно, бухнем, погнали. Ah, that sounds like a good plan. I knew you wouldn't let me down. Качнули пьянство. Przyszła bida mora lat. Расслышь по полной, походу. Żadnej chlap. Na kraj panudzie swej smutek wiodnielo i rano utek. Niech już małżeński majstrat do wczera żylne saje prach. Už sej moji svatý muži nechtěl bych bejbě jich muži. Nám je to jedno a tak si dáme jedno a požadem si huby jako poslední jen. Budeme se mávi, ano ráda slávy a tak vypal sudy a posaď se mi sem, tak posaď se sem a vypademe. Ukaž kozy jako vozy, zítra jen tu soudnej den, tak nalej mi hned a točí se svět. Kdyby se mluví, to neví zase zítra.
Enough of this! Bailiff! Come on over here, sit down and have a drink with us. Don't vex me again, Father. It's 3 hours past dusk, and curfew is long gone. So what? So, I'll have you all whipped, and put in the stocks, and I'll write a letter to the bishop about you, priest. Well, nothing to worry about then. Everyone knows the only one around here who can write is me. Enough! Men, throw them out. Так, надо папаше Кристи помогать будет, а то ишь ты они охерели тут. You looking for a fight? Henry, back me up. Конечно, поможем. Все, набухали, теперь можно и подраться. I'll wipe my ass with you. Иди сюда. Иди сюда. Один ушатался. Еще одного шатали. И Рихтараж тоже меня. Рихтараж, ты куда пошел? Двоих ушатали, Рихтараж не успел. А был Рихтараж первый навалять. О! Дыхание продолжается. I'd love to. And Henry too, I'm sure. Right, Henry? Stop that nonsense, Are you out of your mind? What will people say? They can say what they like. What do I care? What do they do to me? Освещите походу Watch шоу. the step, my Лыком не dear. меж. Careful, you don't hurt yourself. Godwin, you're a buffoon. Here we are. Look at this beauty. Oh. We can't do this, can we? Who says? Get ringing, wench. Конечно, в религии это, конечно, будет кошмар. В то время, мне кажется, еще и наблевал. Ah, bloody oath. And now, my dears, comes the climax of the evening. Godwin, you old goat. Come here. О, твою ж мать, сейчас. 18 плюс влепит точно. Теперь 18 плюс надо будет вешать. Но навеселились, конечно, на ура. Твою жизнь. Что только не происходит, это ужас какой-то. Отрыжки пошли. Но веселуха, конечно, этой ночью была зашибись просто. О, у нас крыса в разные стороны носит. Well, I have to say that was a fine evening. Что за священник это слабый? Все блюет и блюет.
Godwin, you beast! Get up! Do you hear me? Wake up, you drunkards! Oh, fucking hell. Where the... Oh, what the... Oh, who the hell are you? Oh, Henry. My great friend, Henry. Didn't we have a wonderful time? Well, you certainly did, you old lecher. Now you better pull yourself together quick. You haven't much time. There's some water and something to eat on the table there, but if I were you, I would move my hairy arse before my flock eats me alive. Oh, step on my head. My guts. Oh, my poor suffering stomach. Oh, what was that woman on about? Before my flock eats me alive. I've forgotten something. What have I forgotten? Where the fuck am I? What the fuck was it? Oh. Mass! Oh shit, I have to say mass. I gotta say mass. Ну и как я должен тебе помочь? Священник ты, а не. You're the priest. I can't do it in this state. Maybe the liturgy. But I have to give a sermon as well. Oh, this is a disaster. They're gonna excommunicate me. I'd like to help you, but... You can. You can do the sermon for me. What? So, first I investigate a murder no one wants investigated. Then I drunkenly keep the whole town up all night. And now you want me to preach at them from the pulpit? Do you want them to burn us at the stake? No. No, I've got it. Suppose that Sir Ratzig's protege. You just came from studying in Prague. And you want to share the words of Master Jan Hus, who you recently heard preaching there. Henry, look. From what I remember, we might have overdone it a bit last night. And if the bailiff or someone else complains about me, the bishop's gonna have my guts for garters. So I'd appreciate it. Stop gaping at me like a stuffed squirrel and start helping. You're mad. You're stark raving mad. I'm not. It's a perfect plan. It's flawless. Oh. How about this? If you help me with this, I'll tell you who Lubosh's cronies are. Священник, священник. Засранец ты какой-то. Но зато веселый текст. So all at once the confessional seal isn't so sacred? Don't mock me. Well, all right. I can't make any promises about what'll happen. No, neither can I. What do you want me to do exactly? I'll go and start the liturgy. Then I'll introduce you. You give the sermon I told you yesterday in the tavern, and that's that. No need to drag it out. If it turns out well, I'll tell you what I know about Luke. Christ almighty. Wonderful. Все, пошли давай туда. Посмотрим, получится ли мне помочь тебе. Дай хоть умоюсь. Come on. Пошли, я уже иду. Ох, священник, священник. Где бы такого священника увидеть? Ни разу такого не встречал. Он там шатается. I thought he'd never show up. The swole dog. Look at him. He can hardly walk after his capers last night. You were with them, you beast. Just you wait. Проболтался. Mother of God, any minute now he'll throw up. So I couldn't sleep a wink last night with all that clamor. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Accepit panem in sanctas at venerabiles a manus suas.
Hoc facite in meam commemorationem. Brothers and sisters, you may have had the honor of meeting Henry from Skalitz, who is here at the behest of Sir Hanush to investigate that heinous crime at Neuhof. You might not know that Henry recently visited Prague, where, by the grace of God, was able to hear Master Jan Hus from the esteemed Charles University preaching. I've managed to persuade Henry to stand here today in my stead and tell us what he heard. Because, as you all probably know, Jan Hus is a very popular preacher in Prague. So, Henry, you may begin. Now I'm curious which one of them will puke first. Кого из них раньше тошнит? Ну да. Так, ну я думаю, красноречие нас не должно подвести. Greetings, brothers and sisters in Christ. I am here to tell you about Mother Church and to show you through my words how she is falling into decay and abandon, how the once great mother of all Christians is losing her dignity and trading in souls like the merchants in the temple. But I am digressing. That whelp was to preach about the church. Just as we are commanded to obey the priests in matters of virtue, so are we commanded to defy them face to face if they live contrary to God's commandments. Hear that, Godwin? It is the corruption of God's pastors here on earth that has brought misfortune on our heads. Plague, enemies, injustice, hunger and chaos, failed harvests, fires, floods and other catastrophes. And it is all due to the corrupt servants of God who do not practice what they preach. They think sins can be washed away by money. And they sell indulgences, and that's... Prague didn't do much for his confidence. And such sins, those who should lead with reason, who should shun debauchery and show the path of righteousness, which is the duty of all priests, instead they indulge in drunkenness and intoxication. Therefore the apostle says that a bishop may not be a drinker of wine, and parish priests must be sober. And it is written that when a bishop is a drinker of wine, he must be deposed, and a priest who drinks must be punished or deprived of his priesthood. He's talking about Godwin. For sure he's talking about him, the drunkard. Enough about sin, which the prelates are so fond of preaching about, and whose absolution they promise if you only pay enough coin to Mother Church. What if the devil himself were to pay? Will the bishops tell us he too would ascend to heaven? And what about those bishops? They sin without remorse, and with the money grasped from the poor for indulgences, they keep fine horses and hordes of servants to pamper them. They play dice and garb their mistresses in expensive furs, while Christ, the Lamb of God, walked barefoot and had nowhere to lay his head. Look to your consciences, you robbers of the poor, for you are seen by God and his people too. Down with the prelates! Away with them! We're fortunate to have our good father Godwin! At least he's a fair and simple man. Немножко хоть защитили его. God sees what is happening on earth, and he is filled with righteous wrath that those who should seek the salvation of souls instead seek mammon and the idle comfort of lucrative posts. Blessed are the shepherds who share the poverty of their flock, who are as one with you and bear with you the burden of this earthly pilgrimage, who do not condemn your venial sins. Oi!
All honor to Godwin. Let him drink like one of us. That is all I heard in Prague. Amen. Повезло священнику под конец, как бы, что все-таки угроза у меня выше, чем красноречие, и это спасло его из жопы. Have you no shame, you pair of buffoons? I'll be writing to the bishop of this. For shame. Utterly blasphemous. Can you believe such behavior? For men of the cloth to get drunk. Походу неудачно все-таки прошло. So, is our deal still on? Are you pulling my fucking pizzle? I couldn't have done worse myself if I'd puked on the altar. Well, I'm no preacher. Yeah, I noticed. And I wasn't the only one. You can't be serious. After all that? All what? All you making a complete hash of my sermon? You were supposed to help, not get me into even more trouble. Now I'll have the bishop on my back and all the villagers. Just leave. I need to pull myself together. And what am I supposed to do? Find someone else to help you. Зашибись, я еще и провалился охеренно. Так. Угу. Так, характеристики силы уточнем. Уточнем третий. И общий. Золотые уста качнем. Ну, по квесту уже немножко в следующий раз продолжим. На сегодня, думаю, трансляцию прервать. Спасибо, кто смотрел трансляцию. С вами был Дмитрий. И это игра Kingdom Come Deliverance. Подписывайтесь на мой канал под названием Red Birded. Добавляйтесь в группу ВКонтакте. Пишите комментарии. Всем пока. Играйте только в хорошее.